Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего канала Теплый дом СПБ. В сегодняшнем ролике я решил рассказать вам, как спустя 2 отопительных сезона функционирует и работает теплый пол без тяжких и грязных работ. Соответственно, делать мы это будем проверять при помощи тепловизора. Сейчас на данный момент на улице температура минус 12 градусов, и предыдущие 1,5 недели в доме, ну, вернее, не в доме, а на улице была температура до минус 28 градусов. Дом полностью промерзший, соответственно, заходим и будем его растапливать. Вперед, друзья! Итак, друзья, в доме у нас сейчас минусовая температура. Внутри труб системы отопления у нас теплоноситель на основе пропиленгликоля имеет температуру 0 градусов. И, соответственно, мы растапливаем котел. Ну, бункер у нас полный, поэтому можно это делать без проблем. Конечно, холодно. Так, для этого нам потребуется вот такая вот газовая горелочка. Кстати, газ промерзший. Не есть, конечно, хорошо, но попробуем. Да, написано от минус 10 до 35 градусов. Однако, как мы видим, сейчас температура у нас минус 6, а он уже плохо, так сказать, функционирует. Ну, это вот, ничего в этом страшного нету. Аккуратненько по кругу растапливаем пилеты вокруг на тарелке. Итак, друзья, важный момент. Когда мы разжигаем полностью тарелку, ее нужно разжигать равномерно, чтобы не было нигде запущенных, неподожженных зон. Иначе просто пилеты топлива, так скажем, будет полностью вываливаться там, где оно не разожглось. И ничего хорошего из этого не будет. Топливо окажется в зольнике. После чего мы включаем кнопку запуск и закрываем дверцу. Так, друзья, начинаем просмотр тепловизора. Котел постепенно набирает температуру. Та температуру, которую в теплоносителе показывает непосредственно сам контроллер, она составляет 5 градусов. Как она достигнет 40 градусов Цельсия, включится циркуляционный насос и включит циркуляцию всей системы. То есть теплоноситель начнет двигаться и будет расходиться по радиаторам отопления. Интересно посмотреть, друзья, что же происходит внутри камеры сгорания.
Вентилятор нагнетает воздух. Горелка полностью работает. Закрываем камеру. Тяга в дымоходе замечательная, поэтому дымовые газы поднимаются вверх, но, к сожалению, они сейчас, их температура очень низкая. Температура теплоносителя у нас 17 градусов. 40 градусов теплоноситель, включился циркуляционный насос. Теплоноситель по данной, вот эта линия подачи от котла, он, соответственно, идет у нас непосредственно в коллектор. И по коллектору, по трубам он направляется уже непосредственно по радиатору. Главное, что при помощи данного прибора, то есть тепловизора, можно всегда посмотреть, есть ли какие-то проблемы в системе отопления. То есть завоздушивание каких-то определенных участков, либо какие-то заторы, засоры. То есть когда, допустим, люди не ставят сетчатые фильтры, всегда какой-то шлам может отвалиться внутри от, допустим, стальных каких-то труб, внутри теплообменника котла может что-то отвалиться, ну и попасть, так оно попадает в фильтр, мы потом откручиваем фильтр, вынимаем это все, чистим, и все у нас замечательно. Когда это нет, это может там попасть в радиатор, и, соответственно, эффективность работы системы отопления падает очень сильно. Вот у нас видно, как теплоноситель линии подачи вот прям нагрелся и поступает к радиаторам отопления. Что же с радиаторами отопления? Радиатор отопления уже один нагрелся, тепленький, можно погреть руки. Вот это у нас линия обратки, это у нас линия подачи. Соответственно, здесь у нас вот эта вот линия подачи, там внизу линия обратки. То есть туда приходит холодный сейчас на данный момент теплоноситель. И вот циркуляционный насос, видно его, он там стоит. Температура у него сейчас 18 градусов внутри. Видите как? Он возвращается, и мы видим вход в котел, обратная линия. Итак, друзья, многих, конечно, интересует, как же работает обычная печь-камин, которая со стеклом прозрачным, в любом загородном доме. Здесь, соответственно, это печь-камин Ангара. На нее установлен вулкановский дымоход диаметром 150 миллиметров. То есть сначала идет вот голая вставка, да, из стали ICI 304. Дальше идет внутри ICI 304, снаружи ICI 430. Хромированная, то есть для изысков. Внутри лежит теплоизоляционный момент, теплоизоляция, для того, чтобы можно было смело касаться голой рукой дымохода. Сюда касаться я не буду, потому что вы видите на тепловизоре там раскаленная труба. Внутри камеры сгорания у нас сейчас горят небольшое количество дров. Я не рекомендую сразу, как делают многие люди, берут целое ведро всякого разнообразного поленьев и так далее, закидывают это все и растапливают это все разом, потому что это сразу очень большая нагрузка на печь, и при розжиге надо это делать все, естественно,
постепенно. То есть потом, когда она выйдет в рабочий режим, дымоход прогреется, все будет замечательно, можно закинуть побольше туда количество дров. Ну и, соответственно, показатель тяги, когда мы открываем тяги внутри дымохода, когда мы открываем полностью дверцу, у нас никакого дыма не должно идти. То есть у нас сейчас не полностью разогретый дымоход, но он позволяет уходить образовывающемуся дыму беспрепятственно, друзья. Обязательно в комментариях напишите, нравится ли вам такая картинка, нравится ли вам наблюдать за огнем. Я буду рад ответить, также прокомментировать. Мои друзья разнообразные, производители печек обязательно прокомментируют, тоже дадут свои комментарии и так далее. Подкинем дровишку, так как у нас уже все достаточно так много прогорело, надо не забывать покидывать дрова. То есть минус обычной печи камина в том, что сравнивать с котлом, да? Но опять же, смотря с каким котлом сравнивать. Если мы сравниваем с пеллетным котлом, то минусов очень много по причине того, что там все делается автоматически, бункер засыпал, у нас топливо пока не кончится, а не кончится оно в ближайшие 2 недели, если бункер полный, то здесь у нас топливо может кончиться через 35, а то 40 минут. Ну вот, и надо обязательно следить, но преимущество данной печи в том, что вот мы пришли в промерзший дом, а я не просто так стою возле вот этого камина, потому что я реально отогреваюсь, потому что сейчас на улице уже минус 18 градусов. Ну, как бы, а здесь уже у нас на градуснике около нуля. 0 это да, вот левый градусник немножечко запаздывает. Правый это вот советский, ну, он показывает 0, ну, ртутный. А левый, соответственно, у нас электронный. Он показывает чуть-чуть запозданием. Но у него метод обновления датчика не такой быстрый. Соответственно, вот, друзья, обязательно напишите в комментариях о том, нравятся ли вам печи, камины, любите ли вы наблюдать за огнем, либо все-таки вам хотелось бы жить как в квартире, чтобы радиаторы отопления функционировали, чтобы было комфортное тепло, чтобы была постоянная влажность. То есть, короче, условия как в городе. А теперь, друзья, после того, как я рассказал о данном камине, мы переместимся в другой дом и посмотрим, как работает система отопления, и, соответственно, померяем наш теплый пол. Снега навалило столько, что просто вообще обалдеть. Придется мучиться расчищать. Тут уже теплее. Температура теплоносителя 69 градусов. И говорит это о чем? Это говорит о том, что мы с радостью сейчас будем включать теплый пол. И смотреть, как он будет работать. Сейчас у нас все перекрыто. У нас даже перекрыт кран. Тепловизором мы все покажем, все в деталях, как она пойдет, теплоноситель пойдет, вот как вот эта красная стрелочка показывает, да? Пойдет. Здесь включится сразу циркуляционный насос автоматически, когда контроллер поймет, что температура повысилась выше тоже 40 градусов. Открываем линию подачи теплого пола. Это вот у нас правая линия. Видно, да, на тепловизоре? Открываем и включаем контроллер теплого пола. Соответственно, температура плавно набирается. И после того, как коллектор поступает теплый теплоноситель, включается циркуляционный насос.
насосной группы теплого пола. Итак, друзья, посмотрим, как работает теплый пол. Вот котел у нас функционирует в полном режиме. Соответственно, вот идет у нас линия, основная линия подачи. То есть вот она идет и подходит к насосно-смесительному узлу. Кстати, ничего страшного, на таких вот деталей, да, которые вот идут металлические, латунь, никелированная латунь, то есть показания, то есть показываются, но они имеют другой коэффициент отражаемости, ежели трубы. Соответственно, трубы, теплого пола — это линия подачи, это линия обратки. Соответственно, это линия санузла, это линия гостиной, это линия предбанника. Также обратка. Линия санузла, линия гостиной, линия предбанника. И уходит правая часть, это обратка в общую систему. То есть, когда, получается, каким образом? Когда, допустим, теплоноситель возвращается с обратки теплый, он уходит по кругу, по внутреннему идет. То есть, он уходит опять в линию подачи. Если температура, он циркулирует, то есть в случае, если температура начинает идти очень большая, да, на линии подачи, линия подачи перекрывается, и получается, что этот насос гоняет внутренний контур, пока он не остынет. И линия подачи вот данная, она перекрывается. То есть расхода теплоносителя нет, соответственно, идет расход только энергии, которая уже накопилась в системе отопления теплого пола. Итак, посмотрим, куда у нас идут линии. То есть они у нас уходят вот под пол, соответственно. На полу у нас идет здесь лист ЦСП, а на данном листе ЦСП лежит ПВХ-плитка, которая предназначена для теплых полов с подогревом. Дальше у нас мы попадаем в туалет. Соответственно, вот линия подачи пошла в туалет, и змейкой постепенно выходит и уходит в ванную. Можно. То есть видно, да, там, соответственно, в ванной мы попадаем, то есть у нас здесь листы ЦСП, и на листах ЦСП смонтирована кварц-виниловая плитка. Соответственно, вот можно увидеть, как вот эти линии, контуры, как проложено внутри под непосредственно этим основанием. Итак, друзья, если вам понравился сегодняшний ролик, обязательно поставьте лайк. Если не понравился, дизлайку тоже не обижусь. Интересующие вас вопросы пишите в комментариях, тоже на них с радостью отвечу. И самое главное, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Хочу пожелать, чтобы все ваши дома были идеально утепленными, настоящими теплыми домами. Если же вы хотите построить себе новый дом, либо сделать какие-то инженерные системы, то телефончик есть в описании к этому ролику. А так, подписывайтесь на канал. До новых встреч, друзья!